Поскольку ситуация развивается быстрее, чем можно писать ролики, да запишу пару слов о том, что понятно на 6 часов по Москве. К Ростову стягиваются силы Вагнера. Пригожин сообщает, пока бездоказательно, о сбитом российском вертолете, который пытался атаковать штурмовую колонну. Вокруг здания Южного военного округа и других объектов в центре Ростова собираются и занимают позиции непонятные военные. Они все одеты как попало, в разной форме, с разным обмундированием. На них нет никаких опознавательных знаков российской армии. Одни аналитики считают, что это бойцы Вагнера, другие, что это поднятые по тревоге силы Минобороны. Если это Вагнер, то мы с вами просыпаемся в реальности, где Вагнер беспрепятственно взял Ростов. Выводы окончательно делать пока рано, но мы видим то, что видим. А теперь к ролику, записанному 3 часа назад. Вот колонна вагнеровцев в центре Ростова. Я только что с бойцами поговорила, они подводили. Сказали, что в гости приехали. Я спросила от Вагнера, и он вот так сделал. Много у нас тут с вами событий, как вы понимаете. Все вчера началось с того, что Евгений Пригожин внезапно выступил как антивоенный блогер. Причем выступил так, будто наша редакция ему текст писала. Оказывается, все это время шла бессмысленная война. И началась она только потому, что у пожилых людей взыграли амбиции и тщеславие. Оказывается, ни НАТО, ни Украина нападать на нас не собирались. А Владимир Путин дезинформирован настолько, что живет в вымышленном мире, создаваемом его окружением. Позорно было за то, что Россия попала в такую глубочайшую задницу. Все рассчитывали на чудо. На тактическое ядерное оружие, на ядреную бомбу, которую вот-вот бросят на Варшаву. Но яиц не хватает. Слабоваты дедушки. Не могут они выйти из зоны комфорта. Вот в такой короткой и емкой форме Пригожин изложил все то, о чем я тут 1,5 года вещаю. И это сказал человек, которого слушает вся российская армия. Мы точно знаем, что Пригожина прям в окопах смотрят солдаты. И людям в окопах сегодня сказали: вас убивают за чьи-то нелепые амбиции. Вас убивают за то, чтобы Медведчука в кресло президента Украины посадить. На ваших смертях наживаются худшие люди. Даже утреннего заявления было достаточно, чтобы назвать это изменой. Но на этом все отнюдь не закончилось. К вечеру Пригожин опубликовал видео с якобы последствиями ракетного удара по тыловому лагерю ЧВК и объявил, что Вагнер начинает освободительный поход по России, чтобы покончить с российской военной верхушкой. Он прямо призвал российскую армию и граждан переходить на свою сторону. Он объявил государственный переворот, по сути дела. Не буду делать вид, что я единственный тут во всем интернете в полной мере понимаю, что происходит. Никто не понимает. Но давайте попробуем хотя бы разложить всю имеющуюся информацию по полочкам. В первую очередь надо помнить, что Евгений Пригожин, пожалуй, самый выдающийся в России тролль, пиарщик и медийный трикстер. Он обожает водить публику за нос и получает гигантское удовольствие, когда кого-то удается нахлобучить. Чего он только не делал. Подсовывал ФБК липовых своих сотрудников, инсценировал собственную смерть, сливал небылицы про самого себя в СМИ, а потом судился с ними. Ни единому слову Пригожина верить нельзя. О том, что у него на уме, знает только он сам. Говорить о нем стоит очень и очень аккуратно, ведь все может оказаться совсем не так, как выглядит. На момент съемки этого ролика в 2:30 ночи события еще не вышли за пределы телеграмма Пригожина. У нас нет ничего, кроме слов. Слов человека, который не стоит байтов для их передачи. Тем не менее, все им сказанное нельзя описать и интерпретировать иначе, как анонс вооруженного мятежа и призыв к военному государственному перевороту. Главарь ЧВК Вагнер пообещал вторгнуться на территорию России, пройти маршем до Москвы, очевидно, и силовым путем скинуть руководство российской армии. Из слов Пригожина следует, что его частная армия собирается воевать с армией государственной и уничтожит на месте любого российского военнослужащего, который попытается оказать сопротивление. Это ультиматум и объявление гражданской войны. В кои-то веки мы вынуждены согласиться с ФСБ и их квалификацией этого деяния. Перед нами призыв к вооруженному мятежу. Никак иначе это не назовешь.
Отложим короткую аналитику из одного слова «пиздец» на конец ролика. А пока посмотрим, насколько российское государство перетрухало. В Ростове вооружают срочников. В московских отделениях полиции введен план «Крепость». Что, конечно, забавно, ведь план «Крепость» — это обычно повод для ментов не пускать в отдел безоружных адвокатов и родственников задержанных. Видимо, если военизированные отряды таки придут, им просто скажут: «А я не играю, я в домике, у нас тут закрыто». Так что ли будет? Смех смехом. Но пока никакой марш справедливости не начался. А пока у нас есть только лишь слова Пригожина, а государство уже обделалось и собирается прятаться. На одну секунду представим. Вот 25 тысяч вооруженных и на всю голову отмороженных людей, которым нечего абсолютно терять, правда пошли маршем на Москву. И что? Кем их останавливать? Вся боеспособная армия в Украине. Да и кому она больше лояльна? Военной верхушке, жирным паркетным генералам, которые кормят их тухлятиной, относятся как к мясу, воруют даже на трусах и бесконечно врут? Или правдорубу Пригожину, который заделался публичным омбудсменом по правам военнослужащих? Будет ли российская армия воевать с Вагнером или присоединиться к нему, чтобы посмотреть на те дворцы, которые построены на крови солдат? Это большой вопрос. Кто остался? Росгвардия? Менты? ФСБ? Ну да, сотни тысяч людей в погонах. Беда в том, что мы уже видели, как они воюют. Мы видели, какой у них становится бледный вид и тусклые глаза, когда напротив оказывается не тщедушный студент с бумажным стаканчиком, которого будут впятером мудохать, а потом год судить, а вооруженный противник. Вся дорога от границы с Белоруссией до предместья Киева — одна большая братская могила Росгвардии и один большой памятник бессмысленному существованию закованных в пластиковые доспехи бездельников. И вот эта невероятная паника, граничащая с истерикой, военная техника на московских улицах, заикающиеся генералы с призывами Вагнеру остановить колонны. Какие колонны? Где они? Вся эта паника, она дико показательна. Российское государство на самом деле понимает, насколько оно хрупкое, насколько вся эта блестящая вертикаль ни на что не годится. Они понимают, только чихни погромче, и все. Вся эта раскормленная силовая клика, привыкшая шить дела по постам ВКонтакте, тут же рухнет и разбежится, поджав хвосты. Ну натурально тараканище Чуковского. Волки от испуга скушали друг друга. Бедный крокодил жабу проглотил. Еще ничего не случилось, и государство будто бы уже прямо сейчас рухнуть готово. Будто колониальная армия идет войной на индейцев. Пригожин — уникальное явление не только в истории России, но и вообще в истории централизованных государств. Никогда еще государства с такой легкостью не раздавали монополию на насилие, не создавали себе конкурентов собственными руками. Но это с одной стороны. С другой стороны, российское государство поступило с Евгением Пригожиным совершенно так же, как оно всегда поступало с любыми контрагентами, которым хватало глупости иметь с ними дело. Пока глава группы Вагнера был нужен как поставщик бесплатного пушечного мяса, пока его зэки заставляли украинскую армию биться за Бахмут, в то время как Минобороны проводила мобилизацию и строила укрепления, пока все это происходило, Пригожину было можно все. Можно было крыть последними словами российских генералов, можно было заключать политические союзы хоть с губернаторами, хоть с лидерами парламентских фракций, можно было открыть в Питере центр имени своего незаконного вооруженного формирования, можно было чувствовать себя полноценным параллельным государством, эдаким маленьким Путиным. Все мы помним, с какой радостью российские чиновники фотографировались в обнимку с кувалдами. И Рамзана Кадырова, который вместе с Пригожиным ходил в крестовый поход на генерала Лапина. И липовую службу сына Дмитрия Пескова в том самом Вагнере. Вот прям публично было заявлено, что сын пресс-секретаря президента России служил в незаконном бандформировании. И Песков вынужден был эту информацию публично подтвердить. В общем, было сделано все возможное, чтобы у Пригожина снесло башню от собственной исключительности и безнаказанности. Все-таки не надо забывать, что в части освещения событий на фронте Пригожин был не просто параллельным государству. Он был одним из главных спикеров войны. Российская Минобороны своим детским враньем себя полностью дискредитировала. Вся информация с российской стороны, которую хоть кто-то воспринимал всерьез, приходила через Игоря Стрелкова и из телеграм-каналов сетки Пригожина. Понятно, что Пригожин, в том числе и для солдат на фронте, серьезный авторитет. В отличие от руководства Минобороны, на чьи оплывшие от бесконечного вранья рожи без отвращения не глянешь. Но как только Минобороны спасло фронт от нового обрушения за счет бесплатных зэков Вагнера, как только оно обзавелось людьми и укреплениями, Пригожина тут же кинули.
Ведь что означает приказ наемникам подписать контракт с Министерством обороны? Это смертный приговор лично для Пригожина. Его частная армия станет частью регулярной армии. А без частной армии, без десятков тысяч лояльных лично Пригожину людей, которых тот своими руками вытащил из колонии, он станет никому не нужен. Ему даже шконку в черном дельфине никто не предоставит. Российскому государству такой пассажир нужен только в могиле, причем в безымянной. Достаточно этого факта, чтобы понимать, что ситуация вовсе не такая смешная, какой может показаться на первый взгляд, и очень опасная. Пригожин понимает, что он так и так не жилец, и явно выбирает между смертью, гарантированной на 90%, и смертью, гарантированной на 100%. Между попыткой госпереворота и опцией ничего не делать и тихо дожидаться, когда твой джип столкнется с автоматной очередью. Как погиб, например, Стремоусов. Да, сейчас, в 2 часа 30 минут ночи, 24 июня, многие говорят, что это буря в стакане воды, что это мятеж в Телеграме. Но эту бурю в стакане и мятеж в Телеграме разводит человек, которому нечего терять. После того, что он сегодня наговорил и сделал, не существует никакого варианта сдать назад. Либо он сейчас каким-то невероятным образом выкрутит ситуацию в свою пользу, либо он труп. Государство повело себя привычным образом. Оно использовало Пригожина, а затем попыталось от него избавиться. Только вот незадача. Воплощая этот хитрый схематоз, государство, создало неуправляемую частную армию. Пригожин — это не Павел Грудинин, которого выставили боксерской грушей на президентские выборы, а потом отмудохали по-взрослому, совершенно растоптав. За Пригожиным стоят вооруженные люди, которые выбирают между жизнью и смертью. По понятным причинам эти люди не хотят бесплатно умирать, когда оказались не ко двору. Вооруженные отморозки — это не Борис Березовский, которому можно связинвест пообещать и потом кинуть. Понятное дело, что прямо сейчас, когда мы пишем ролик, нельзя делать никаких прогнозов. Это непредсказуемый сюжет. Люди пошли ва-банк, и как далеко они смогут зайти – большой вопрос. Что мы знаем на текущий момент? По центру Москвы ездит бронетехника. Огромный медиахолдинг Пригожина, который еще вчера был одним из важнейших компонентов российской пропаганды, развернулся против нее. Огромное количество и сторонников войны, и огромная доля всей Z-общественности и солдат на фронте явно больше симпатизируют Пригожину, чем регулярной официальной армии. Еще ничего не случилось, но страна уже переходит в режим гражданской войны. Все-таки перекрытие столичных улиц военной техникой мы не видели с 1993 года. В связи с этим главный вопрос ко всем тем, кто путинскую власть обеспечивал, кто все эти схематозы проворачивал, кто загнал нашу страну в бессмысленную сраную войну. Ну чего, уроды конченые, довольны? Взяли, суки, Киев? С НАТО хорошо повоевали? Поделили Европу с Америкой? Кучка старых фантазеров, у которых ничего кроме понтов за душой нет. Что ж вам, мрази, на жопе ровно-то не сиделось? Ну смотрели бы дальше свои мультики о ракетах, летящих в Майами. Куда же вы полезли? Херовы геостратеги. Вы реально возомнили себя вершителями судеб. Реально перепутали стоимость нефти с величием страны. Так имеете дело с последствиями. Почти невозможно было превратить такую страну, как Россия, в failed state. Слишком много ресурсов, слишком много денег, слишком грамотное население. Вы могли просто воровать на этом всем и не громить кувалдой, но вы разгромили. И абсолютно любые последствия, которые вам за это придут, вы заслужили полностью. Одно страшно. Последствия с вами, козлами, разделят десятки миллионов граждан. Урка-рецидивист объявил вам войну, а ваш ход — выпустить блеющих генералов, едва ли не в слезах умоляющих его остановиться. Доруководились. Такова теперь Российская Федерация. Будем следить за развитием событий. До вечера, видимо.